Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы. Давайте узнаем подсказки карт и будем реалистами, конечно, поскольку любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но с учетом нескольких важных планетарных транзитов. Давайте рассмотрим, как может быть альтернативный вариант развития событий, тех событий, которые нас, возможно, будут окружать, или те задачи, перед которыми мы можем быть поставлены по судьбе, как будто, да. И первую карту, которую мы с вами достанем, мы так и назовем «Кто вы?» или «Ваша история». Как видят карты, это своего рода сигнификация тех событий или вашей, опять же, личной истории, которые сейчас вы проживаете. Каково состояние, может быть, дел в целом, как видят карты? Как это можно охарактеризовать именно одной картой? Кто вы? Вторую карту мы достанем и откроем чуть позже. Что вы получите? Обстоятельства, в которых вы можете оказаться, если будете продолжать, но в каком-то том же ключе. Что вы чувствуете или что спешит в вашу жизнь? Где-то ваши интуитивные подсказки, мои дорогие. Может быть, это сфера чувств. Увидим, когда откроем карту. И что вам нужно знать в связи с тем, что вот какая-то обстановка и на данный момент времени есть, и где-то прогнозируются уже перемены. Мы живем в эпоху перемен. Чтобы, может быть счастливым, что вам нужно для счастья вашего знать. И здесь будут 3 пункта, мои дорогие. Первое. Я достану 3 карты. Мы положим их вот так несколько в сторонку. Это первое, это физический ваш комфорт. Уровень безопасности. И третье, уровень риска, который вы можете себе позволить. Обстоятельства, мои дорогие, как будут влиять на вас, или буквально что спешит в вашу жизнь, с чем вы можете столкнуться. Ваше окружение, мои дорогие овны, какое, как видят карты. И знаки судьбы. И далее, если нам будут нужны еще карты, мы добавим, либо я дополню другой колодой. Итак, кто вы? Как вас видят карты? Ну, так оно и есть. Королева жезлов, жезлы ваша энергия. Это решимость, безусловно. Но себе не навредить. Конечно, больше Овну соответствует карта Таро Император. Прямо скажем, ваша карта. И у Императора другие немножко энергии, потому что Император он основывается на том, что он хочет осуществить. Все, точка. А королева жезлов, она уже научена горьким опытом. Это сильная позиция за счет как раз какого-то грустного опыта, который вы не хотите повторять. Вот есть какая-то задача перед вами, когда вы очень правильно именно в этот период, по периодам я не сказала, но это, наверное, где-то до конца года у каждого проиграется по-своему, безусловно. Кто-то может реализовать какой-то свой проект или вот какая-то тема в вашей жизни, которая быстрее пройдет, то есть немного времени займет. А у кого-то растянется до конца декабря, и такое я тоже могу предположить. Так вот, по королеве жезлов, первое, мы никому ничего уже не обещаем, потому что понимаем, что любое обещание или взятое обязательство – это какие-то рамки. И не спешит королева жезлов себя в какие-то рамки вгонять. Наоборот, она руководствуется больше теми желаниями, которые она хочет осуществить. Причем ноу-хау, она знает, как это сделать. Она притягивает к себе людей, имеет такую волшебную возможность или способность. И благодаря этому правильное общение, когда люди ей несут эту информацию, а она ее анализирует, и только после какого-то тщательного анализа она принимает важные решения. Что еще? Кто вы? Есть какая-то в жизни вашей пауза, когда ничего не меняется, или, может быть, буквально надоело мне взвешивать, все искать какой-то вариант. У нас весы в правом верхнем углу расположены. Да, в этой колоде карт это карта отдыха, буквально, когда мы сложили оружие, но, тем не менее, нам необходимо, может быть, это пауза или какая-то временная передышка. И королева жезлов, она, как я уже сказала, не торопится. Есть какая-то ситуация из прошлого, скорее всего, которая вам, до жути надоела, мои дорогие. У кого-то это может касаться напрямую, но у нас все-таки козерог в правом верхнем углу, и это где-то
Сатурн, который связан с Козерогом, планета-управитель, но в то же время и Юпитер, мои дорогие. Очень символично вот тем энергиям конца 2024 года. Есть, опять же, может быть, и что-то может быть продолжено, но это надо продолжить как-то по-другому. Или есть какая-то история, тоже из нее надо найти выход, и пока этот выход не ясен. Или есть, с учетом, опять же, вот этих знаков, конкретное дело, которое касается документов, и это в ранее взятые ваши обязательства, из которых, скорее всего, кто-то хочет выйти. Или составить эти документы, может быть, по-новому, в каком-то совершенно другом ключе, может быть, для себя с большим плюсом, и вам выпадает старший аркан Колесница. Где-то вы, мои дорогие овны, можете интуитивно чувствовать, что действительно эпоха перемен, что-то меняется. Возможно, вы столкнулись с какими-то уже обстоятельствами внешними и понимаете, да, какая-то прежняя моя концепция, она не может быть продолжена. И может вас, с одной стороны, какая-то еще история, как и тяготеть где-то, и вы не знаете, ищете решение. Единственное, чего нет, пустых надежд. Вот это очень положительно, правда. Овны есть овны, но и есть сильная усталость. Вот вы ее, скорее всего, ощущаете. Эта усталость вас несколько дезорганизует, мешает, уставшие люди делают ошибки, мешает буквально увидеть какую-то реальность. А по колеснице, тем не менее, может быть, вы уже оказались в таких условиях, когда я вынужден переехать, или я вынуждена, может быть, решать что-то по работе, я вынужден менять что-то, потому что если продолжать в том же духе, ничего не изменится, не будет какого-то плюса, вот какое-то подобное сознание у вас как раз может и быть, возможно, поэтому вы смотрите наш расклад, поэтому как карты видят, сильной личностью, которая оказалась где-то как раз на переходе событий или эпохи перемен, когда вроде бы действовать нужно, а вот как действовать вот так вот с точкой, ну, сказать сложно. И если мы говорили, королева жезлов знает вот это ноу-хау, но, видимо, вроде бы концепция ясна, но есть некоторые пункты, скорее всего, из прошлого, которые вы бы хотели удержать, или вам бы хотелось что-то повторить, или то, что для вас дорого любимо. Но как это сделать в новой реальности, для вас, возможно, не совсем понятно. Может быть, еще и такой момент, что вы чувствуете какие-то преграды, пытаетесь интуитивно, знак рака, прочувствовать, в какую сторону пойдут перемены. У кого-то из вас может быть и какие-то дела в суде напрямую. Вот с учетом четверки мечей, когда мы вынуждены что-то обдумывать. Или дожидаться, пока нам сообщат о чем-то, или какое-то важное решение мы получим. И почему я так говорю? Потому что в колеснице у нас еще буквы иврита, и эта буква хет, она обозначает забор, поэтому как преграда какая-то. Но, тем не менее, колесница, нет преград. Поэтому где-то внешние события настолько могут ускоряться, что менять реальную картину мира. Или эти перемены проходят сейчас очень интенсивно в вас самих. Но это тогда будет какой-то внутренний раздрай эмоциональный, когда, правда, вроде бы все понятно. Но если начать детализировать, то вопросов больше, чем ответов. Ладно. Что вы получите или обстоятельства, в которых вы окажетесь, мы уже раскрыли ситуацию, если будете продолжать вот в том же духе. И тем не менее, видимо, для вас, мои дорогие, вот то, что вы сейчас думаете, или как вы для себя планируете что-то, продолжайте. Просто продолжайте. Нам дважды говорят об этом. Посмотрите, это ваш знак зодиака как раз. И четверка жезлов – это праздник после победы. Какие-то волшебные двери в будущее, они практически откроются. Значит, вы делаете все правильно. И даже если, мои дорогие овны, вы ничего буквально не делаете, но, видимо, сохранять в какой-то степени свое благополучие, знак Венеры, вам определенно точно нужно. Нет какой-то горячности, а если есть, то она настолько должна быть сейчас просчитана и использована только на благо самому себе. Но какой-то праздник у вас определенно будет. Значит, какая-то внутренняя перезагрузка
вас меняет настолько, что вы в более правильных энергиях. Вы себе сейчас не хотите навредить. Вот как раз об этом празднике после победы. И нам и говорят карта. Значит, мои дорогие овны, какой-то вопрос, он у вас все же будет решен. Не таким, так другим путем. Если вы хотите переезд, вы его сумеете осуществить. Хотя я могу предположить, что вам еще придется что-то скорректировать, чтобы не упустить ту или иную возможность. Что вы можете чувствовать или что спешит в вашу жизнь? Деньги. Решение финансовых вопросов. Причем такое очень рациональное. Вверху у нас знак Девы, а Дева – великий рационалист. И, безусловно, не навредить. Или, может быть, мои дорогие, это Меркурий именно в Деве. И Меркурий в Деве не такой, как в Близнецах, например. Это более продуманные действия, это какая-то, да, детализация вашего плана, или план минимум, когда мы по пунктам что-то составляем, что спешит в вашу жизнь. Благополучие. Причем не то благополучие, которое временное, а то, которое постоянно. У кого-то десятка монет может как раз говорить о том, как вопросы семьи, вопросы вашего места пребывания, вопросы вашего жилища или вопросы, касаемые работы. Здесь со знаком плюс. Удачный период, я смело скажу, до конца года, и планетарно тоже. Также вы можете зайти на мой сайт, я оставлю ссылки в описании под видео, и прочитать планетарный гороскоп где-то как и на ноябрь, поскольку наш период еще где-то может затрагивать конец ноября, так и до конца года. Так вот у меня они названы. И такие позитивные энергии, посмотрите, как действительно есть какое-то достижение, праздник. Так и вот эта фундаментализация какого-то вашего проекта или какое-то новое, как отношение, может быть, к деньгам, к новому способу заработка, или приход сам по себе денег, что спешит в вашу жизнь, мы спросили. Хорошо, давайте посмотрим следующую карту, что вам нужно знать. Выбор какой-то придется делать по этой карте. И у нас очень, опять же, символично, мои дорогие. Смотрите, видимо, вам нужно знать, что некоторые вопросы у вас конкретно могут решиться где-то в декабре. И я вам даже подскажу дату, если мы говорим про Нептун и переложим именно на астрологию. У нас сейчас до 7 декабря Нептун, ретро-Нептун, находится в своей обители в Рыбах. И с 8 это уже заканчивается ретро-обратное движение, и он переходит в прямое. Поэтому тоже какой-то переход. Поэтому где-то в декабре, может быть, 7, 8, или за пару-тройку дней, а то и неделю раньше. Иногда проигрывается на пару-тройку недель, позже тоже такое может быть. Вы будете знать наверняка, каким образом вам действовать. Может быть, сейчас какие-то задержки, и вы просто-напросто по этому аркану ожидаете важного документа. Значит, документ вы получите. Или какая-то финансовая история, которую вы хотите закрыть до конца года. Скорее всего, у вас это получится, мои дорогие, осуществить. Верьте в себя, вы все правильно делаете. И тут какой бы ни был, ну, как ваш посыл или каковы бы ни были, наверное, ваши действия, все же у каждого своя жизненная история, но все же продолжать нужно именно. Не ломать что-то, то, что вами было построено, не отказываться от чего-то, а, ну, наверное, как в той поговорке, мне однажды ее сказал очень добрый, мудрый друг. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот что-то подобное нам описывают все карты. Хорошо, давайте мы все-таки с вами узнаем. И первая карта, которая у нас была, уровень физического комфорта, который для вас сейчас необходим. Это не просто комфорт, мои дорогие, а это благополучие и приятные эмоции, поскольку знак рака. Это карта влюбленных, любви, личной жизни. Ну, или личная жизнь должна быть у вас построена в каком-то добро-позитивном ключе. Вы не можете сказать себе, а мне не нужна эта личная жизнь. Абсолютная гармония для вас будет важна как поддержка. И если вы сейчас в сольном варианте, то о личной жизни как раз стоит подумать. Для вас будет важен человек, который просто-напросто, мои дорогие овны, вас любит таким, какой вы есть или какая вы есть. Любовь это именно, если будет сбалансированные отношения, взаимоотношения в личной жизни, то ваш физический комфорт,
он увеличится в разы. Вопросы безопасности. Вторая карта. И у нас Козерог, это то, что по Сатурну, это то, что у нас по закону, но и знак Марса. Тройка монет, мы сдаем жизненный экзамен. Поэтому вам ничего сейчас не угрожает. Но ваша задача где-то продолжать изучать что-то новое. Или сдать какой-то жизненный экзамен и решить, наконец, какой-то наболевший вопрос. В чем-то разобраться и идти вперед. То есть, понимаете, может быть, решая одну какую-то тему важную в вашей жизни, это не есть какое-то спокойствие, когда наступает пауза. Нет, дается вам этот период, чтобы вы уже для себя наметили планы на будущее. И очень символично, посмотрите, если мы говорим уровень риска, вообще, как и по безопасности, вам нет прямой угрозы. Так и по части риска нет никакого риска. Вот в этой колоде карт нам жезлы, девятка жезлов говорят, точнее вам, мои дорогие овны, говорит карта, Овен, ты сделал уже все, что мог. Теперь уже какая-то суперактивность, она не нужна, может быть, поэтому нам аркан повешенный выпадает. И карта говорит, дождись какого-то результата. Или ты в этот период, который может олицетворять некоторую паузу, у вас же там еще четверка мечей выпадала, может быть, удели внимание самому себе, своему здоровью, восстанови силы и как будто учись чему-то новому. Или ставь перед собой какие-то новые перспективы. Может быть, для вас это будет и напрямую означать, что у вас сейчас учебный процесс заканчивается, вам нужно получить какой-то документ, как будто то, чему вы изучали, учились, у вас должно это быть прописано на бумаге. И тогда в последующем вот этот документ или ваши новые навыки, возможности, умения, учения вы можете переложить на какую-то материальность нашей жизни и материализовать как раз этот проект. Или каким-то образом это будет помогать зарабатывать деньги. Поэтому где-то не торопиться, это правда. Потому что что-то должно быть доведено, до какой-то ясности. Или должен быть получен результат, прежде чем вы будете стартовать куда-то в будущее. Вот мы спросили, что спешит в вашу жизнь. Поэтому, что бы тут, наверное, не спешило в вашу жизнь, пока вы некоторые итоги не подведете, мои дорогие. Праздник спешит, мы сказали, и деньги. Но есть и то, как этот праздник, так и решение финансовых вопросов. Они как раз строятся на том, что вы уже сделали прежде. Это не есть как манна с неба, что-то новое, а это благодаря вам самим и вашей правильной стратегии и тактике. Давайте мы с вами узнаем обстоятельства, что спешит в вашу жизнь или какие обстоятельства дополнительно могут на вас влиять. По рыцарю мечей, правда, изменения в законодательстве, какие-то разные люди. Кстати, могут быть и неприятные эмоции. Сами по себе по рыцарю мечей это могут быть, отчасти конфликты, но которые больше инициированы не вами, а когда вы просто столкнетесь с людьми, у которых сложный характер. И будет очень важно для вас держать марку при любых поворотах. И не поддаваться на провокацию или на чье-то дурное настроение. Быть очень рациональным, потому что по рыцарю мечей мы как правдоискатель. Мы ищем эту правду в какой-то новой реальности. И не случайно на заднем плане знак зодиака Водолей. Как раз соответствует Плутону. Поэтому, что спешит вашу жизнь? Какие-то новости могут приходить, которые могут и означать некоторые минусы. Или, знаете, вот есть такая фраза «меня бесит». Вот могут быть и люди, которые вас бесят. Может быть, и какие-то контакты совершенно необходимы. А может быть, это как известие какое-то. Но оно не должно вас несколько раз дезорганизовывать. С чем это может быть связано? Но вы знаете, кто бы вас тут к чему ни призывал, торопиться не стоит. Потому что аркан нулевой дурак, он как раз и говорит о том, что мы где-то можем соскользнуть на эмоцию, поддаться либо чьим-то уговорам, либо начать проявлять активность туда, где этого не следует. Увы, примите это все же ко вниманию, потому что в верхнем углу у нас Уран, а Уран у нас сейчас в Тельце, и это все то, что касается благополучия. Поэтому сглупить в тех вопросах, которые касаются вашего благополучия, вы не можете. Но и в то же время какая-то новая перезагрузка должна быть. Вы знаете, мои дорогие овны, к вам может приходить
Даже какой-то странный может быть человек. Или он в других энергиях, для вас он как инопланетянин может казаться. Ну или такое, знаете, бывает, я не понимаю этого человека. Вот что-то подобное может быть. И вы знаете, он будет говорить или может говорить, принести вам такую весть, ну, которая для вас тоже неожиданна. И вы знаете, тут конфликта, да, не должно быть. Но вот то, что он вам скажет, следует принять во внимание. Потому что все же Уран, и у нас сейчас планетарные транзиты, как раз перемены идут в связи Уран, Нептун и Плутон, мои дорогие. Вот основная концепция до конца года и с заходом на 2025. Когда принять во внимание стоит. Потому что даже то, что поначалу выглядит, ну, как-то неправдоподобно или нам не нравится, в последующем может оказаться правдой, и нам придется к себя к этому адаптировать. Буквально тут что-то может в обстоятельствах спешить на ваш порог, к чему вы не готовы в вашу жизнь. Какой сферы жизни. У кого-то это согласование важных документов. По справедливости, безусловно, мы должны держать как и внутренний баланс. Или, может быть, и вы хотите что-то сделать, мои дорогие, по справедливости. Может быть, и надо перед тем, когда вы услышите какую-то правду или какую-то новость. В любом случае, это надо, я сказала, уделить внимание, но надо как будто еще перепроверить, насколько это согласуется, может быть, с законом. Или если вам что-то предлагают, мои дорогие, что спешит вашу жизнь. Тут может быть то, что как альтернативный или какой-то даже иррациональный вариант. А вам, тем не менее, это нужно рассмотреть и переложить на какой-то, на наши реалии, или переложить буквально на букву закона, или, может быть, сделать что-то по закону, но не сглупить. Таким образом, посмотрите, тут ведь само по себе какое-то новое движение нам показывает карта, или новую какую-то концепцию жизни, но она не должна строиться как по шуту или по дураку, только на наших амбициях или на нашем оптимизме. Нет, она должна строиться еще и на букве закона. Поэтому себя берегите, мои дорогие овны. Давайте посмотрим, каково же ваше окружение, как видят карты, что спешит в вашу жизнь. Паж жезлов. У кого-то вопросы, которые связаны с семьей, и, может быть, вам нужно решать еще и с детьми. По пажу жезлов это определенно точно вы хотите, вы знаете точнее, чего вы хотите достичь. И значит, в окружении могут быть люди, которые как единомышленники, все же в ваших энергиях. Может быть, это партнерское как отношение, партнерские, точнее, отношения. Даже если у вас есть свой собственный бизнес, и для кого-то это может означать, те могут означать люди, которые с вами взаимодействуют, но они находятся несколько ниже по рангу иерархии. Может быть, для кого-то из вас все то, что мы с вами рассматривали, это как раз вы хотите построить карьеру или получить новую должность. Скорее всего, у вас точно получится, у вас что-то осуществляется. Ваш вот именно как цель или намерение номер один. И вам придется по-новому отстраивать какую-то свою концепцию жизни. Может быть, и в принципе какие-то новые знакомства или какие-то новые люди в вашей жизни могут быть до конца 2024 года, это точно. С чем это может быть связано? Вы знаете, ну, в принципе, вам ничего не угрожает. Посмотрите, это может быть по четверке монет какой-то человек несговорчивый, кстати. Какой-то очень пунктуальный педант, может быть. Тот, который не готов, кстати, делиться. И поэтому вам себя надо сохранять. Но, может, и карта говорит одновременно, что и ты себе собой не рискуй. У нас в левом верхнем углу знак Солнца, мои дорогие. Поэтому вы точно будете знать все то, что касается окружения, с кем вам контактировать. Или, если вы на что-то соглашаетесь, то в каких это рамках или на какой глубине вы проходит ваше согласие. Насколько далеко вы готовы продвинуться. Но все же тут мы себя сохраняем и не делаем ничего себе из того, что нам или предлагают, или мы с окружением так вот взаимодействуем тоже в более надежном ключе. Может быть, и вы будете искать как раз единомышленников, ну, просто хотя бы даже для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Потому что хоть и солнце, но знак Козерога. Что еще? Что спешит вашу жизнь по плане окружения? Может быть, у кого-то и выбор, мои дорогие, но, может быть,
Вполне вероятно по этому аркану и ваша личная история. И личной истории нужно уделить внимание. Мы об этом уже с вами говорили. Может быть, вот это окружение у кого-то, как и ваша личная жизнь, ваша любовь, и вопросы детей, и одновременно вопросы финансов. Вот как в целом концепция. И даже несмотря на то, что финансы, но это каким-то образом связано с общением, с взаимодействием с правильными людьми. И такое тоже могу предположить. Знаки судьбы, в чем они? Давайте узнаем. Король кубков. Ну, нам снова где-то говорят о том, что, кстати, это может быть ваша личная история, вопросы с супругом, может быть, или ваш партнер. Может быть, мы еще у вас не оформлены отношения. Но тут тоже две концепции, мои дорогие. Король кубков, он умеет, единственная карта в колоде, описывает человека, который умеет правильно распределить энергию между личной жизнью или эмоциями и материализмом. Там, где материализм, он решает рационально. Все то, что касается любви, там как раз эмоции. Это со знаком плюс. И может быть знаки судьбы. Как вам и говорят, вот два направления. Личная жизнь и деньги. Или откуда они к вам приходят. Или это не значит, что сама по себе какая-то сумма. А способы заработка тоже. Все же праздник у вас какой-то намечается. Так в чем еще знаки судьбы? У кого-то конкретная личная история и взаимодействие. Вы можете чувствовать себя очень одиноко, мои дорогие. Может быть, как раз какое-то недопонимание в личной жизни у кого-то из вас оказывает на вас такое влияние, когда вам хочется закрыться даже от людей. Может быть, это за счет усталости. Может быть, есть какой-то проект, который вы должны выполнить в одиночку. Для кого-то из вас ностальгия, может быть, по тем отношениям, которые были прежде. Шестерка кубков – это карта всегда приятного общения, безусловно. И здесь у нас Солнце в Скорпионе. Очень, опять же, символично для тех, кто смотрит еще в ноябре. Эти энергии где-то, они еще нами могут ощущаться. Кто-то из вас имеет вот этот аркан отшельника, прежнюю историю, когда вы не сумели договориться, каждый настаивал на своем. Солнце – это всегда эго. И не услышали друг друга, потому что... Именно не услышали друг друга, потому что каждый гнул какую-то свою стезю или считал себя абсолютно в чем-то правильным. Вот здесь будет очень важно, как знаки судьбы, не настаивать все-таки на своем. Помните, королеве жезлов помогает молчание. Она молчит, но делает правильные выводы. Может быть, и планетарно тоже какой-то человек возвращается в вашу жизнь. Или если человек уже проявил к вам какие-то знаки внимания, может быть, и стоит продолжить общение и выйти из какого-то отшельника. А кто-то из вас будет, ну, буквально ностальгия по прежним отношениям. Но к чему все это? Вот вы знаете, чего бы тут ни касалось, но тут все с приставкой «пере». Очень символично периоду большой ретроградности. Шестерка мечей – карта заслуженного успеха. Мы все-таки идем вперед. И поэтому для вас могут быть как знаки судьбы. Я сказала, если человек какой-то возвращается в вашу жизнь или пытается, может быть, вам кто-то написал или дал о себе знать, значит, не стоит отталкивать. И если какой-то ваш следующий проект или то, что вы хотите осуществить, значит, тоже переложить на реальность, каким образом мне с этим провзаимодействовать. Никуда, кстати, не торопиться. Может быть, что-то внимательно изучить, мои дорогие. Карта изучения вам выпадала. И потом вот как раз продолжить что-то. Но будь то взаимоотношения, или будь то какая-то финансовая сторона дел или вопроса, или работы, она должна быть продолжена в каком-то новом ключе. Вот те перемены, которых вы, может быть, живете вот среди каких-то обстоятельств, или те новости, которые вы будете слышать, они как раз и подталкивают или служат этими знаками судьбы, что вы должны что-то продолжить, или переделать, или ну как-то правильно по-другому взаимодействовать. Почему это необходимо? Знак Водолея. Это у нас как раз Плутон в Водолее теперь надежно и надолго, аж на 20 лет. Но, как прежде, мы не можем это продолжить, иначе мы не получим результат. А карта нам говорит, перемены сами по себе, идти вперед придется. И вот это мужество и ваша сила, мои дорогие овны,
Они как раз и должны вас сопровождать к новым берегам. Переверни страницу собственной жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.